25 мороза показывает. Сейчас. Причем на ходу. Ну, я имею в виду не то, что не на ходу, а, хотел сказать, на солнышке. Наверное, тут ночью все 30 было. Горит ПС. Сейчас попробую. Сейчас где-нибудь остановлюсь. Попробую заглушить. Обойду машину, попробую заглушить, поехать. Может, погаснет. А не погаснет, значит не погаснет. И пока это, что хотел сказать. Братцы, всем хочу из вас выразить огромнейшую благодарность. Тем, кто принял участие, кто помог. Пришла наша птичка. Вот она на экране у вас. Вот, всем вам огромное спасибо. Всех перечислить не могу. Людей было очень много. Получилось так, что 50% этой птички ваши, 50% мои. Надеюсь, что с ней у нас кадры будут еще интереснее. Можно будет что-то необычное заснять с той же высоты птичьего полета. Поэтому всем вам еще раз огромнейшая благодарность. Спасибо за помощь. Без вас пришлось бы еще неизвестно сколько собирать на нее. А так, в общем-то, довольно быстро получилось собрать, отложить требуемую сумму и сделать то, что планировали. Спасибо вам всем огромное. Солнце светит, надо глаза одевать. Ну уже ладно, сейчас высмотрю какую-нибудь парковочку. Нет, я не думаю, что там с колесами что-то там. Скорее всего, просто очередной глюк. Может, какой-нибудь датчик, может, чего-нибудь еще. Все, что хочешь, может быть. Мороз. Дело тонкое, Петруха. Мороз может произойти все, что угодно. Товарищ едет. Виктор нас, догоняет. Вчера ехал, все, у него неисправность двигателя выскочила. Вроде все, говорит, масло в норме, машина тянет, все, выдал ман неисправность двигателя. Возможно, эта ошибка, она так и будет висеть. Надо сейчас, жду, говорит, время раннее, жду подтверждения механиков, что скажут, что делать. А он сейчас где-то между Улан-Удэ и Читой находится. Так, стоять, дырка. Пропустим девушку. Так вот я смотрю, здесь колеса все крутятся. Здесь покруче завернусь. Здесь вроде тоже все эти паром закрывает, поэтому особо не видно. Вроде как все. Попробую сейчас проеду, вот найду место, где припарковаться. Остановлюсь, заглушу. Говорит, по колесам постучу. Зеркала трогал, по колесам стучал. Он туда, говорит, не знаю. Вот здесь мы это сейчас дело и сделаем. Обочина хорошая. Твердая, уверенная. Можно сюда съезжать. Ничего нигде не шипит, я не слышу. Колеса все крутятся, видно, что крутятся.
Фу. Ну, пойдем. Попробуем. О, свежо на улице. Что, сейчас зайду. Ну, сейчас поедем, посмотрим. Подшлифовывает. Пустая. В горочку. Пока вроде ничего, видите, не загорается. Это бывает. Если дальше не загорится, то это был просто чисто глюк какой-то. Это нормально. Намного приятнее ехать, когда у тебя на панели ничего не светится, того, чего не надо. Когда она у тебя чистая, красивая, аккуратненькая, без всяких ошибок. Good. До Сковородино 900. За 2 дня доедем. Ну, не до Сковородино, до Невера. За 2 дня доедем. Я думаю, доедем. Все, как у нас тут пост на развязке на Забайкальск и на Хабаровск поживает. Если на Забайкальск, то здесь направо. Надо уходить. ДПС стоят, больше никого нет. Ну, тут уже потеплело, сейчас что-то 17 показывает. И опять загорелся АБС, не знаю. Чего ему надо? Хочет гореть, пускай горит. А мы погнали на восток. Здесь такое тоже весьма симпатичное место. Такой тоже перевальчик.
красивый. Так вот подъемы тут подсыпаны. Вроде как и сухо, да, но вот все подъемы, ну вот, попадались тут. Ну, все как всегда. 50% поднимает руку, 50% нет. Но здесь-то что подсыпать? Здесь вообще сухо. Река Арца. Естественно, замерзшая. Ну, сейчас вообще, говорит, погодка, ну, я не знаю, лучше и пожелать-то не пожелаешь. Солнечный. 16 градусов всего. Можно сказать, что жарко. Солнце светит, день чудесный. Золотая цепь над убитом. Снега, да? Смотрите. Его нет. Ну, если вот это вот как пудрой сахарной слегка что-то присыпано сверху, если это можно назвать снегом. Но снега нет. Бесснежные тут места. Морозный, суровый край. А вот поедь туда куда-нибудь. Вот я ездил там, будем проезжать, это Нерчинск, там вот эти все дела. И туда вот через Нерчинск, туда на Газимуровский завод. Там снег до хрена. Ну, тогда было, когда я ездил. В году так в 19-м. Или в 20-м. Не помню точно. А здесь совсем ни о чем. Наша машинка недавно попалась. Оттуда идет. Говорит, наших караванами. Третья база кубиков или четвертая. Первая в Минске, вторая в Новосибе, третья в этом в Чите и четвертая, наверное, в Михайловке под Уссурийском там. И все там будем. Ой, наши любимые зверьки. Оп, 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 горностай. Как что-то стоит, лапы опустил. Горностай, горностай. Да, особенно Могочинский район. Густо населенный данными зверушками. Ой, вообще 15. ВС не гаснет, 15 градусов. Это просто праздник какой-то, а не погода. Наляскаешь. Это ж язык, что помело. Вот что значит лайтовая версия езды. Ты никуда не торопишься. Но грех не выйти и не походить, ножки не размять. Хотя проехал всего тут 200 километров. О, тут и педали забыл. Матерые. Мой размер. Оп. Все даже в тапочках. Знаете почему? На улице всего 12 градусов. И еду. Что-то думаю, у меня какой-то то ли дым из-под прицепа. А это не дым. Это у меня эти... Снег мой обсыпается постепенно.
Ой, сзади тоже. Я просто еду на какой-то мосту там, вот в такого, в легкого горностайчика попадешь, так подкинет немножко. За мной маленькая едет. Смотрю, так белая полетела. Он бедный так раз приотстал чуть-чуть. Ну а что я сделаю? Все у меня нормально. Может, сейчас потеплело и АБС погаснет. Ну, это раздражает. Привыкну, конечно. Уже слаб обсыпался снежок. Немножко обсыпается потиху. Ну и ладненько. Че я туда пойду? Раз уж остановился, надо боковые стекла протереть, зеркала. Когда собаке нечего делать, она сами знаете, чем занята. А мне вот надо как-то день свой растянуть. Хотя тут уже осталось. Сейчас солнышко раз-раз и спрячется. Быстренько. Соточка где-то. Да, бузов моих, да, позов. О, жулики. Привет. Давай, подходи, косточку дам. У меня со вчерашнего осталось. А она там сидит, он у коллеги выпрашивает. Хорошая погода. Просто 25 щиты выезжал, а тут сейчас 12 градусов. Ветра почти нет. Ляпота. Степной и относительно ровный участок. Небольшенький. Ключевое слово, конечно, здесь слово относительно ровный. Ближайшая равнина нас ждет только в Амурской области. А тут кругом поля, луга, поля. Километров 70, наверное, до Чернышевска. И все, за Чернышевском уже пойдут только сопки, сопки, сопки и сопки. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Хали-гали. Паратрупер. Это Амурской области. Ну что я говорю, что интересно, сейчас будем скоро поворот на Нерчинск проезжать. Куда чуть в сторону уходишь, километров 70, там Советск. И все, там уже те же сопки, тайга, лес. Природа интересная. Но здесь почему-то деревья решили не расти на этом участке. Не так давно росли, здесь нет, а дальше опять будут расти. О, кстати, да, сейчас будем заезжать же на стоянку, там же техника старая стоит, которые тут целину вспахивали. Надо будет сходить посмотреть. Время-то есть. Куда-то его тратить надо. Желательно с пользой. О! Какой простор, правда? Виды потрясные. Но их надо видеть. Камера одна, а вживую это все совсем по-другому. Не хочет Америка здороваться. Ну и не надо. Вернее, не здороваться. Просто руку поднять. Вот. Если вам мало приключений тут, то вам туда, направо. Нерчинск. Ну и дальше. В Чигиря. Там интересно. Весело. Кровейка. Ну, сейчас-то нормально, снежком
подсыпанная, ямки заровнялись. До Нерчинска дорога новая была, сейчас не знаю. Я вот еду, смотрю, вот. О. И не знаю, сегодня... Ну, сколько мне тут машин встретилось? Ну, машин 30, ну, может, 40 навстречу. Ну, это максимум, что я встретил. И то, наверное. 30-ка больше не встретилась, вот от Читы. Но традиции только от силы, может, человек, ну, машин, с машин 10 я увидел за ответку. Вот такую. И если так будет продолжаться дальше, я тоже разбегусь в разные стороны. Заброшу это дело. Хотя труда не составляет. Так, какой у нас сейчас тут километраж? Километров 30-40 остается. В общем, опять загорается. Короче, не знаю, что ему там не нравится, но скорее всего это теперь уже пока домой не вернемся, пока ее не уберут. Выезжаю, все хорошо, километров 5 проезжаю, бах, АБС, и все, и после этого уже не гаснет. Ну и второе тоже опять. Все-таки что-то вот думал. О, Америка, уважаю. Чего у меня с этой вот с мочевиной? Такое ощущение, что там этот датчик то ли прихватывало, то ли что. Потому что, ну, у меня было больше, чем полбачка по датчику, когда я выезжал из Читы. Думаю, нафиг мне до свободного хватит, только в путь. Смотрите, что показывает. Показывает 30 литров. Там осталось. Если он таким темпом будет опускаться, то до свободного я специально загуглил, мне еще 1100 километров. Хотя я и пустой. Может, это просто потому что вот был там он примерзший, сейчас опять опустился. Потому что если он сейчас дальше не будет такое, прекратит это резкое падение неконтролируемое, то тогда все нормально. А если нет, я даже понятия не имею, где мне эту гадость здесь брать. Вроде бы в Магдагаче там на 3 семерках было. Но я не уверен на 100%. Сейчас будем Нерчинск проезжать. Посмотрю, там вроде какая-то заправка же должна быть в Нерчинске. Попробую заехать, но я очень сильно сомневаюсь, что на этом участке что-то будет. Не пришлось эту десятку доставать, что у меня там осталось. Под печку ставить, отогревать на ночь. Ну, посмотрим вот сейчас. Не Нерчинск, Чернышевский. Чернышевский. Если Чернышевский я найду, как бы даже пусть не по карте, за наличку, допускается тоже без проблем. То куплю там канистрочку. А если не найду, и оно таким темпом будет продвигаться, да не знаю, что мне ее хватило, а где мне ее еще брать? Больше и мысли нет, что я даже это не подумал в Чите сейчас вот остановиться, канистрочку купить на Роснефти и плеснуть. Ну, бесполезно. Что говорю, что сегодня процент очень маленький навстречу идет. Машин мало-мало, совсем мало. Даже для этих мест совсем мало. Здесь что вот... Сейчас опять вот температура стала опускаться, уже минус 15. Сейчас на ночь прихватит опять. Ночью-то явно будет под 30-ничек. Может и все нормально будет. Посмотрим сейчас. Покушаем Чернышевск потом. Будем смотреть, если что, за рулем. Пойду гляну. Но как-то шанс невелик, что оно там есть.
такая невзрачная с виду кафушечка, а люди всегда есть. Машин 10, наверное, вон стоит, грузовиков. Что значит, кормят хорошо. Самая лучшая реклама — это сарафанное радио. Поехали и мы. Что забором огорожено, может, туда нельзя заходить. Ну, как бы никаких ворот я не вижу. Туда можно было как-то зайти. А нет, есть. Он, типа калиточки какой-то. И следы есть. Музей сельскохозяйственной техники. Сейчас сходим. Но сначала обед. А то уже время 20 минут 4-го. Сколько машин. Это показатель. Ну и что у нас здесь? Ё-моё, ну уже почти сюда опустилось. Чуть больше 20 литров. Фигня какая-то. Посмотрим. Чернышевский, если не получится заехать, надо будет что-то думать. Скорее всего, придется тут хотя бы доставать, чтобы хотя бы что-то залить. За ночь растает там под автономкой. Фигня какая-то полная. Шахман, если я правильно читаю. Парни гонят. Два новеньких. Интересно было в кабину заглянуть. Ты медведь какой. И машина, зверь, слушай. Такой, да, он. Это он тоже с мочевиной? Точно? Смотрите. Нифига себе. Какой вечер бесподобный просто. Ветра вообще нет. Видите, ничего не шелохнется. Я имею в виду флажки. 286 D4. Абарос 1821. Шикарно. О, у меня уже и весь снег почти облетел. Ну, правильно, как на горностай, как подпрыгнул, только сзади. Все, ду-ду-ду-ду. Видно, как он это падает. Класс. Позы были просто вещь. Нужно побывать тут и покушать позы и бухлеры. Это, ну, все эти, как их, щи, борщи мы и так везде поедим. Поворот на Багульное. Блин, кафе огонь. Кормят великолепно. Ночью не работает. Герои социалистического труда Мерсанов Дмитрий Северьянович, Юндынова Сыбжит. Тружеником сельскохозяйства Чернышевского района. Музей сельскохозяйственной техники, администрация Чернышевский район, национальное учреждение культуры, краеведческий музей. Ну, пошли посмотрим, чем целину разрабатывали.
Плуг 8-корпусной навесной. Предназначен для пахоты под зерновые технологические культуры на глубину до 27 сантиметров, не засоренных камнями, плетняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением. Плуг агрегатируется с тракторами класса 5КH, К701, К700. Кировец может таскать запросто. Т4 гусеничный трактор. Выпускался Алтайским тракторным заводом с 64 по 70-е годы. Тяга вооруженность трактора Т4 позволяла выполнять пахоту тяжелых орошаемых почв. Вот он какой. Можно, наверное, даже внутрь заглянуть, да? Нифига себе. Да, тут внутри, правда, ничего мы не видим. Ну да, вот они эти. Право, лево. Газ, тормоз. А то что, сцепление? Вот, блин, вот кто-то ж вот бутылки сюда выбрасывает. Что за люди? Да, вот на таких этот. На таком же, да, но на похожем. А мы же и таком же. Этот. В операции И. Федя там, да? За Шуриком гонялся. ЗИС. Чудо техники. Представляете, вот на таких ездили люди. Деревянная кабинка. Все дела. Сиденье воздушное. Кузовок такой скромненький. Плуг ПН 435. Ну ладно. Он уже под другими тракторами. Там что-то ДТ-74, ДТ-75. Ладно. Вот под этот, наверное, да? 74, 75, это 54. Советский гусеничный дизельный трактор. Землякам, труженикам сельского хозяйства Чернышевского района благодарность. Д-54. Выпускался с 49 по 79 год. Всего построено 957 900 единиц. Трактор предназначался для работы с плугом и другими прицепными сельскохозяйственными машинами. О! Вот это аппарат. Я понимаю. Т-20 колесный трактор. Выпускался Харьковским тракторным заводом 58 по 69 год. Трактор предназначался для работы в овощеводстве, садоводстве с прицепными навесными сельскохозяйственными орудиями. Для транспортировки различных вспомогательных работах, а также для привода стационарных машин. Да, в минус 40, да, на таком проехаться-то. Пими, дай дорогу. Это ступеньки. Раз, два. Нет, садиться я не буду, залазить. Ой, поворотники даже работают, смотрите. Офигеть. И чё? Раздатка какая-нибудь. Да. Вот так. Здесь музейчик такой. Вот он, Чернышевск. Где тут что тут есть? Давайте сначала вот сюда заедем. Как я помню, тут такое все. Вряд ли. Короче, я здесь мочевину себе найду. Какая-то заправка есть. Сейчас посмотрим. В общем-то, проблема уже как бы решена. Даже если я ее здесь не куплю,
Ну, во-первых, сейчас уже холодает. Сегодня здесь уже 30-ку обещают в Чернышевске. Но я-то дальше поеду. Шиномонтаж, грузовой, легковой. Ну и это. Ладно, сейчас расскажу. Моторные масла. Вон там вот. Может быть, вот там продают. Сейчас на заправку пойду схожу, спрошу. Можно будет попробовать вон туда сходить. Нефть. Маркет. Может быть и есть. А нет, говорю, туда он можно сходить, там уже как магазинчик какой-то получается. Шиномонтаж там написан, все дела. Может быть сейчас что-нибудь и найдем. Вопрос. Все. Вопрос закрыт. Ну, пойду просто ради интереса вот сюда схожу, посмотрю. А так, все, здесь даже карта Е100 работает на этой заправке. Просто, ну, посмотрю здесь ради интереса. Есть что-нибудь, нету. Тут-то Е100 вряд ли будет работать. А так, все, огонь, говорит. По карте можете взять, никаких проблем. Все. Проблема решена. Сейчас сразу залью. Лед. Замерзший. Заплати налоги и спи спокойно. Залей отблю. И есть спокойно. А так, навстречу Леха едет с Иркутска, тезкому, Байкал. Я ему написал, говорю, Лех, ты там свободно не прошел, купи мне пару канистр, если что. Говорит, прошел, уже к Неверу подъезжаю. И вы посмотри в Невере, там на ННК же есть. Он говорит, у меня есть, говорит, 1,5 канистры, если что, я тебе дам. Там потом разберемся. Тут в Невер заехал, на ННК нет. Ну, только, говорит, они умершие. Оттаивать надо. Я говорю, ну что ж делать? Говорит, дам тебе, будешь, говорит, дуть на нее всю ночь. Дышать. Чтоб оттаяла. А что делать? А здесь вот раз. И слава богу, что все есть. Зальем и со спокойной душой, чистой совестью поедем еще километров 100. Мне проехать сегодня, ну, туда, куда я собрался, на стоянку. Хватит? Хорошего понемножку. Нечего тут ездить долго. Занимаем вторую, погнали. Ой, где мои ключи? Ключи, говорят, от квартиры, где деньги лежат. Ну и чё, датчик
О, даже датчик не срабатывает. А нет, сработал. Все. Показываю сейчас литров 65, наверное, 67. Видите, сейчас поеду. Нифига нету. Еще ему не хватает с этим АБСом. Теперь. Нет, ну так другое, да? Это не проблема, это так. Легкий дискомфорт. А мороз здесь-то тиснет. Все, как только солнышко спряталось, все, сразу становится холодно. Уже, думаю, тут градусов 22-23. Сегодня, говорю, тут тридцатник в Чернышевске по Яндексу. Вот тут самый холодный участок. Ну, у нас, как я слышал, за что купил, за то и продаю. Забайкальского края, вот между. Может, и не самый, не именно Забайкальского края, но вот здесь вот Чернышевск, Могоча. Не зря же говорят, Бог придумал Сочи, а черт Чернышевск и Могочи. Вот. Наделал тут только переполоху. Поднял всех на уши. На ровном месте сам себе проблему создал. Но не я сам себе. Банчик. Видите, вот разгоняю, все, пофигу. Все чисто, панель красивая. Сейчас 4-5 километров проеду. И он мне зажгет АБС. Что его не устраивает? Что ему тут не нравится? Вот Лехи написал, говорит, все, говорит, я, говорит, достаю это, оттаивать. Я говорю, подожди, брат, подожди, я сейчас Чернышевск заеду. Это самое. Ну, не зря же говорят, да, все-таки, не устану повторять. Имей 100 рублей, имей 100 друзей, а если еще половина из них хорошие, ты можешь считать себя счастливым человеком в этом вопросе. Все, 82 я в круиз поставил. Видите, едем. И ничего нету. Панель чистая. Вот, ну, отписался. Говорю, Лех, все. Отбой тревоги. Не сам себе создал. Ну, если бы он показывал правду, а то он как мороз одно показывает, как мороз заканчивается, тепло становится, сразу резко показывает другое. Ну как это так? У меня за 300 километров 316 я отъехал. У меня ушло 1,5 деления практически. 1,5 деления это 30 литров. Но он не могло так просто уйти за это расстояние. Значит, он зараза брал, но не показывал. Ну я только так могу объяснить сей феномен. Или феномен. Но все равно, сейчас на стоянку приедем. Леха сказал, 424 километр. Кафе «Маяк». Можно было в Чернышевске остаться. Ну, слишком рано. Вот, 310, в общем, еще 114 километров. Сейчас время 20 минут 6. Вот. А приедем, я пойду свою эту десяточку достану, которая у меня там есть. Положу ее под печку, растоплю за ночь. Завтра залью. А на космодром приедем. Там буду покупать тоже. Положу 2 в запас. Пускай замерзает.
хрен с ним. На вот такую вот непредвиденную ситуацию лучше пускай оно будет. Лучше его потом положить, ну, помучиться здесь, конечно. Не хочется сюда грязную запихивать, но как-нибудь обмотаем чем-нибудь, чтобы она это оттаяла. Ну вот и кину 2 в запас. И пускай лежат. Запас не жмет. Ну, скажи, что ты сейчас еще и АБС не включишь. И скажешь, что я тут лапшу на уши вешал, а народ вилкой ее снимал. Где АБС? Мы уже проехали 5 километров. Может, ему одну долил, так вот АБС перестал включать. Но не включает, не загорается. Ладно, ждать не буду. Сейчас 11:22, ну это по Москве. Если вдруг загорится, я вам покажу, что это была не лапша, это была чистая правда. 11:22. 321 километр я отошел от загрузки. О, только камеру выключил. Смотрите, 11:22 еще так и осталось. Вот, пожалуйста. Так что не бла-бла-бла, а так оно и есть. 21 показывает температуру. Поехали. Сейчас стемнеет. Сейчас пойдут уже все. Чуть-чуть с равнинки буквально. И какая равнинка? Вон уже все. Горы на горизонте. Горы. Сопки. Хребты. Перевал. Блин, там кого-то. Янучена или... Прошу прощения. Память дырявая. Забыл. Знаешь, что из 2 слов состоит название? Перевал. И потом еще 2 слова. Из 3 в общей сложности. Ну, название само из 2. Янучена, по-моему. Все. Держи за руль. Не надо вот так делать. Сегодня мистер, кто отвечает. И все равно стемнеет сейчас. Так, тормозим. Горностаи впереди. Да? Да. Они, родимые, они. Оп. Оп. Горностай. В ответ тишина. Вот этот перевал. Перевал Ютена. Блин, если опять не исковеркал. Тогда исковеркал, прошу прощения. Просто сейчас я там видел название там Ютена, но что-то то ли речка там, то ли ручей. В общем, вот он, этот перевал. И от него и еще остается. Сейчас километровый столбик глянем. 391. А мне надо 424. Сколько получается? 24,9. 33 километра. Вот это здесь. Пацаны выходят, сразу подшлифовывать начинают.
слышно, наверное, было. Мне было хорошо слышно, как он шлифовал. Маяк, да, все правильно. Сюда. Что интернет? Интернет 4G. Ни разу я тут не ночевал. Первый раз сюда заезжаю. Время 7 вечера. Хватит? Хорошего понемножку. Где тут только что? Куда тут остановиться? Где тут стоянка? Где тут народ стоит? Вон народ стоит. Вон народ стоит. Туда и поедем. Шиномонтаж есть. Ну, завтра по светлому все посмотрим. Сейчас все равно нифига не видно толком. Спиток уже стоит. Главное потом тронуться завтра. Так в горку получается хорошо. Да, тронется мороз. Пойдет. Как-нибудь пойдет. Все. Четыреста 33 километра сегодня проехал. Знатно потрудились. Через 300 метров 4G. поверните налево. Все, Маша, иди спать. Поверните налево. Давайте попробуем тронуться. Сейчас поедет.